Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Водолей. Таро расклад. Переломный июнь 2025 года. Какая тайна откроется для вас в июне? Чего ждать в целом от июня месяца? И что вас удивит? И три важных события. Давайте узнаем, что случится или произойдет в июне, и останемся реалистами. Астрологический июнь – очень приятное время. Интересно и продуктивно одновременно. И астрологическое расписание, звездное расписание нам дает совет не пренебрегать общением, правильно выстраивать его. Сентиментальной панорамой тоже не пренебрегать. Особенно это будет важно для тех, кто один или одна. Может быть, есть смысл задуматься и прекратить вот этот сольный вариант. Заботьтесь в целом о своих контактах, и вы увидите, как возникают более приятные возможности или буквально открываются нужные двери. Возможно, вам и придется на что-то решиться или принять мудрое Соломоново решение по части тех событий, которые вы не в силах изменить. Но это доброе время дает возможность и помириться, если это необходимо. И, конечно, обустроить наш дом, улучшить быт, сделать жилье более комфортным или обустроить рабочее место на дому для тех, кому это актуально. И, конечно, отдохнуть. Своеобразная перезагрузка может проходить в течение июня благодаря добрым энергиям за счет Юпитера в знаке зодиака Рак. И больше эмпатии, больше дипломатии, желание договориться. И люди-то тоже настроены, когда хотят услышать друг друга. И самое главное, наверное, если мы говорим переломный июнь, в чем переломность момента? Если прежде мы настаивали на своем или видели решение вопроса как-то по-своему, или какая-то победа мы себе поставили в план любой ценой, добьюсь, и кто знает, может быть, кто-то из вас готов был заплатить определенную даже цену, то теперь мы думаем по-другому. Как сделать так, чтобы себе не навредить? Как себе не помешать? Как обойти вот эти острые углы и не создать какой-то ненужной конфронтации? Поэтому в центре наша дипломатия и готовность договариваться. Это помогает занять свое место в жизни. И чего-то самое главное, не упустить, наверное. Когда мы чересчур на чем-то настаиваем, мы упускаем тот момент, что мы где-то и однобоко, давайте так по-честному скажем, можем видеть какую-то ситуацию. А вам переворачивается, смотрите, рыцарь мечей. Эта карта может говорить о том, что да, правда, хочется настоять на своем. И, кстати, эта карта, когда мы ищем правду истину, и мы ее находим. Для тех из вас, мои дорогие, кто занимает, может быть, руководящие должности, здесь иногда эта карта символизирует проверяющих. Или, может быть, визит такого человека, или есть какие-то контакты. Но все же, если две карты, а первая у нас карта нулевого аркана, она вот как обнулилась какая-то ситуация. Или словно прежний жизненный этап закончен. Но вторая карта будет говорить о том, что нужно увидеть правду. Может быть, без прикрас. И вот эта правда, это вот все то, что я до этого времени говорила. Мы могли видеть правду в каком-то вопросе или в каком-то событии именно свою. Может быть, придет в течение июня дополнительная информация, или перед вами раскроются обстоятельства дела, которые вот эту правду заставят увидеть в другом ключе. И поэтому, правда, себе не помешать, не навредить, потому что мы еще как будто на новом жизненном этапе. Что-то меняется. И вот эти осторожные действия вам буквально помогают. Ну, может быть, не всем, но одному-двум это важно услышать. Я же вас приглашаю на свой сайт, оставлю ссылку в описании под видео. Месяц июнь и месяц июль. Вот эти 2 месяца будут выстраивать концепцию до конца 2025 года. Почему они важны? Я оставляю ссылку, и кому интересно, можете зайти почитать. И я думаю, подсказок будет больше. Сравните планы собственные с звездным расписанием, какие советы вы для себя почерпнете. А мы идем вперед, и у нас первая карта, что случится, произойдет, или в какой сфере жизни вам придется принимать важные решения. Что вас удивит, мои дорогие? Кто или что появится неожиданно? И к чему все вот это идет? Для чего это все было нужно? Что исполнится?
Какая тайна или какая правда откроется? В целом, энергии июня, чего ждать от июня? И что будет продолжено? Какое продолжение в целом следует с заходом на июль месяц? 3 важных события. Может быть, это сфера жизни, информация, конкретный человек. Давайте узнаем и достанем 3 карты. Первое важное событие. Может быть, будет касаться ваших важных решений. Второе важное событие. А возможно, и правда действительно какая-то откроется в новом ключе. И третье важное событие для вас. Давайте будем узнавать, что же там случится, произойдет. Вот смотрите, одну фразу могу сказать. Как вот называется эта карта? «Дорога к свету». Все. Эта карта «Страшный суд», но суд совсем не страшный. Это избавление от боли, избавление от разочарования, выход из какой-то патовой ситуации, когда прошлое само пытается оттолкнуться от вас. Вы можете завершать какие-то вопросы. Может быть, это по части договоренности, может быть, и по документам. Расставлять все точки над «и». Но так или иначе, желание, которое нас подталкивает сделать это идти вперед. И обратите внимание, лучи волшебного света падают на нашу прекрасную девушку, и ей не холодно, несмотря на то, что она идет по заснеженной пустыне, и вроде холод везде, да, но там, где коснулись лучи света, будь то ее или буквально вот снега, да, растут цветы, она не чувствует холода, потому что она видит вот эту конечную цель или точка маршрута, куда вы хотите достичь. По этой карте мы буквально строим свое счастливое будущее. По этой карте мы хотим нового качества жизни. Это может быть и как какой-то вопрос выздоровления, или какие-то добрые вести. Но самое главное, мы уже не оборачиваемся назад, потому что там все без перемен, мы все знаем. И нам это уже не интересно, как высшие силы вас сопровождают в каком-то путешествии жизни, мои дорогие водолеи, по направлению вперед. Что случится? Старший аркан. Здесь будьте внимательны как к информации или к тем людям, персонам, которые появляются в вашей жизни, или пусть даже кто-то возвращается, да, значит, зачем-то он вернулся. Поэтому тут более чем разумные действия какие-то ваши предполагаются. Но основа всего – это то, что вы хотите достичь. Наверное, так. Давайте мы откроем вторую карту, что же вас удивит. Ну, в принципе, вы можете словно кожей чувствовать, что перемены происходят. Меняется словно в мире, пространстве, вокруг меня. Или вот эти перемены, а мы правда живем с вами в эпоху перемен. Это ваша эпоха Водолея. И ощущение того, что так, как я жил или жила прежде, а вот так не получится, мне приходится себя перестраивать. И я надеюсь, все прекрасно, правильно понимают по 13-му аркану, что это отнюдь не про смерть. Это карта трансформации, поэтому что вас удивит? Ваша собственная трансформация. Вас удивит, если вы оглянетесь какое-то время назад, и вы можете себя, с одной стороны, поблагодарить, что, к примеру, не отказались от какого-то общения, или не отказались от какой-то темы, затеи, может быть, от своего плана. Может быть, вы когда-то что-то продумывали, а потом это не случилось. Может быть, даже на какой-то период словно застряло или свелось к нулю. Здесь может быть все что угодно. Но вот теперь это может вернуться не с прежней какой-то историей, а уже трансформируясь. И, кстати, это может быть как и человек, так и дело, затея, какая-то идея, цель, мои дорогие водолеи, здесь именно претерпела за предыдущий период ваше намерение или, может быть, и человек, да, претерпела трансформацию, и теперь с новыми энергиями и возможностями вам нужно будет с этим или с конкретной персоной провзаимодействовать. Почему я так говорю? Всегда по аркану смерть, чтобы правильно вы понимали, воспринимали эту карту, потому что иногда пишут, что на других каналах говорят, что это именно смерть. Нет. Все же карты Таро – это аллегория, это метафора. Так вот, представьте, что вы садите зернышко в землю и в надежде получить дерево, прекрасное растение или буквально плоды.
И поначалу этот росток, он должен выбраться как будто вот из этих оков или панциря, из твердой оболочки, которая какое-то время его сохраняла. Вот и вас, может быть, прежние обстоятельства жизни где-то сохраняли, или что-то складывалось именно для того, чтобы для вас был наиболее удобный фарватер, или более удобные условия, или что-то, в принципе, для вас состыковывалось больше. Но теперь это вам уже мешает. И вот эта твердая оболочка по 13-му аркану, прежде чем малюсенький росток, который находится в сонном состоянии где-то глубоко внутри зерна, он мог пробиться к солнцу, начинает разрушаться вот именно этот панцирь. Это и символизирует 13-й аркан как трансформация, переход из одного состояния, вот этого спящего, в то, что мы начнем активно действовать. Но прежде чем до солнца пробьемся, давайте так откровенно, этому росточку придется пройти сквозь темную землю и в одиночку. Поэтому карта говорит о том, что да, мы ищем какой-то наш путь. Но это первые шаги. Поэтому искусство мелких шагов, говорит карта. Сделал шаг и не торопись, осмотрись. И где-то предыдущий аркан нам говорит о том же. Но два старших аркана. Здесь словно ситуация какая-то вам по судьбе. Или информация по судьбе. Или то, что сложилось, мои дорогие водолеи. Значит, тоже это какой-то имеет верховный смысл. Или даже если это через людей, через общение, через личную историю. Но должны были мы получить какой-то опыт, сделать выводы, самое главное, чтобы пойти дальше. Вот вас это где-то и удивит, что, есть определенно польза в каком-то прежнем периоде. Это как ваш какой-то послужной список, или вы теперь явно и ясно видите, в чем вы можете добиться успеха, что вам нужно продолжать, а что даже не хочется оглядываться. И это где-то может быть такая метаморфоза, сродни удивлению. Кто или что появится неожиданно. Вот то, что я говорила по аркану смерть, могут вернуться как люди, да, трансформировавшиеся или измененные. Или пусть это касается работы, какая-то ваша затея, которую вы, к примеру, предлагали прежде, не услышали. А вот здесь теперь она словно возрождается и будет иметь продолжение. Но по двойке пентаклей мы взаимодействуем. Да, иногда эта карта, здесь у нас пусть дети показаны, на качелях катаются, да, но чаще ведь это словно жонглер нам изображен. Мы жонглируем. Мы, может быть, как и информацией, так и мы для себя понимаем, что есть период, когда нам нужно пройти и словно выдержать, да. И это сопряжено, если мы говорим, кто или что появится неожиданно, с разного рода общением и с разными людьми. И нам нужно продолжить что-то, даже если нам, может быть, и не нравится, кстати. Но вы, скорее всего, будете продолжать то, и к вам может как судьба возвращать тех людей, которые вам либо полезны, либо каким-то образом, пусть на время, но человек может быть в вашей жизни, помогая тем самым вам решить какую-то проблему, пусть это метафорически. И тут помощь может быть самая разная. У кого-то это дельный совет, а у кого-то это может быть просто человек вернулся в вашу жизнь, чтобы какую-то ключевую фразу вам сказать, за которую вы, как уцепившись, да, разовьете благодаря вашему интеллекту. И это как начало чего-то нового будет. Вот я такое тоже могу допустить. Самого разного рода подсказки. Поэтому где-то и жонглирование, да, как и информацией, так и общением, взаимоотношением с людьми. Может быть и неожиданно, как планы, подведя итог уже, да, под нашим всем сказанным нашими картами. Здесь, если возвращается, то это точно вам зачем-то нужно. Или продумать, каким образом это переложить себе во благо. Будьте внимательны. Нельзя вот отказаться, если вам судьба дает какую-то возможность. Это точно. Смотрите, мы спросили, к чему все идет. По судьбе. Иерофант как раз и ознаменует чаще всего какую-то судьбоносную ситуацию. И вот у вас такое 3 старших аркана, если мы сказали «дорога к свету», не хочется оглядываться. Или если даже какие-то взаимоотношения, идеи, темы по работе или обустройство собственной жизни,
и приходит, то это уже новое качество, это уже прошедшая трансформация в новом ключе, с новыми возможностями. И вот эта карта будет нам символизировать, как и это по судьбе, но значит в этот период, если мы говорим, к чему все идет, мы можем правильно оформить документы, а может быть прежде мы не могли. Теперь мы можем провести важное согласование, а раньше у вас что-то не состыковалось. Может быть, теперь вы найдете даже чиновников, тех, которые более грамотны, к примеру. Он знает, как обустроить какое-то дело. Мы ведь обращаемся к чиновникам за тем, чтобы свои какие-то вопросы решить или понимать, какой порядок следует. По аркану Иерофант это всегда предусматривается закон, порядок, и мы не идем против ни закона, ни менталитета, ни установленного порядка. Мы как раз с этим всем, где-то настроены на контакты, на взаимопонимание. И у нас это получается. Вы, мои дорогие водолеи, с учетом аркана Иерофант, можете быть прикованы как в центре внимания. Может быть, эта карта будет еще и говорить о росте вашей популярности. К вам могут вернуться как какие-то, или к чему все идет, какие-то бонусы, которые заслуженные бонусы. Но все же по этой карте мы можем находиться в любой роли, как иерофанта, великого учителя, и кого-то буквально обучать, но еще и в роли ученика, когда мы адаптируемся или сами что-то изучаем, потому что жизнь меняется. Но это карта уверенности, якоря, спокойствия, что все идет своим чередом. Я бы сказала, все идет так, как и надо, мои дорогие. И все то, что я говорила до карт, ну и по всем этим 4. Это как единое целое. Пойдем дальше. Что же у вас исполнится? Ну вот карты живут своей жизнью. Правда, по части где-то контактов с людьми, которых, может быть, мы и не рады видеть, а взаимодействовать приходится. Я говорила проверяющий, да, может быть, что исполнится. Но это даже могут быть те люди, которые настроены уже, сами себя, может быть, настроили на что-то. Или когда они видят по-своему жизнь, находятся где-то во власти собственных суждений, безусловно, по этой карте есть такое значение, потому что в одной из колод мне нравится это значение, как рыцарь мечей называется «бунтарь без причины». И поэтому что исполнится? Вот такой бунтарь без причины может появиться в вашей жизни, но вы даже с этим бунтарем найдете общий язык. А так в нашей жизни и бывает. Сначала мы ссоримся, потому что каждый настаивает на своем, а после важный разговор какой-то может состояться, когда мы откровенно, потому что истина, правда идет со знаком плюс по этой карте тоже. Мы ищем правду, истину, мы ее находим. И, может быть, противоположная персона, она тоже где-то больше за правду, за истину. И когда мы друг другу, глядя в глаза, что-то проговариваем, причем без эмоций, а вот так холодно, отстраненно где-то, то и рождается эта самая истина, или мы умеем договориться. И в последующем другой уровень доверия возникает. Почему? Часто после конфликтов люди становятся надолго крепкими друзьями. Ну, пусть это не для всех касается, но в нашей жизни и такие парадоксы случаются. Поэтому, если вы хотите договориться, или объясниться, или помириться, вы сумеете. Вот это у вас на 1000% исполнится. И неважно, личная это жизнь или какой-то проверяющий, мои дорогие водолеи. Какая тайна откроется? Ну, наверное, все случается, когда мы перестаем ждать. Эта карта называется «Служанка в ожидании». Может быть, вы ждали что-то прежде. Или вы ждали каких-то бонусов от своих идей прежде. Вот я говорила, да, а вот оно не развивалось, не продолжалось. Конечно, по этой карте мы могли ждать и конкретного человека. Может быть, я не исключаю. Меня смотрят люди из разных стран, и вы узнаете какую-то новость. Может быть, вы с ней и не согласны, но ясности у вас теперь точно больше. Вы узнаете, что же есть по факту, на что вы теперь можете рассчитывать, надеяться, а на что точно нет. И это усиливает ваши позиции. Все же принцесса жезлов – это очень такая активно благополучная карта, когда мы смотрим уже вперед. И все карты для вас, мои дорогие водолеи, ложатся в
каком-то последовательном алгоритме. Я уже где-то об этом говорила. Перезагрузка. На самом деле это происходит так. Чего же в целом ожидать от июня месяца? Пентаклей. Семерка пентаклей, правда, мы ждем, когда плоды словно созреют. Или всему свой срок. Спокойный месяц. Может быть, и карта Иерофант где-то нам тоже говорит о неспешности. То есть будут какие-то последующие победы, мои дорогие, будут и достижения. Но не торопитесь в июне месяце, знаете, все решить одним махом. Или вынести какой-то вердикт. Однозначно да или нет. Вы для себя можете такие вердикты выносить, но не торопитесь это озвучивать. Вот я бы сказала, энергия июня к этому не располагает. Здесь больше такая динамика на договоренности, на внутренний баланс, ну и баланс на взаимодействие с окружающими. Всему свое время, но это карта каких-то очень важных достижений, которые будут продолжены. И, безусловно, вот эти замечательные плоды вы заберете, но чуть попозже. Какое же продолжение следует на июль месяц? И да, действительно, все то, что я сказала, тройка пентаклей, это своеобразный переход из прежнего состояния в будущее. Это карта экзамена. И для кого-то может проиграться экзамен, может быть и сессии какие-то, да, буквально. Или пусть даже не сессия, вы чему-то учились, получаете сертификат. И теперь вы уже готовый специалист, можете приступить к выполнению какой-то работы и тем самым благодаря знаниям заработать деньги. Но если мы говорим про экзамен, то это может быть еще и переходный момент в жизни, да, тем более у вас 20-й старший аркан, и все то, что я говорила, это жизненный экзамен между прошлым и будущим. И поэтому вот этот опыт, он совершенно был необходим. Может быть, он вас сделал более прозорливее, внимательней. Может быть, прежде вы были, ну, где-то к некоторым вопросам непримиримы, да, или вам хотелось вот именно по-своему, а теперь вы понимаете, да нет, тут если по-своему, не факт, что чего-то добьешься, а то, что сам застрянешь, так вот это наверняка новые методы в работе, новые методы и в общении тоже. Здесь для вас, мои дорогие водолеи, нет ничего невозможного, но какой-то новый настрой, потому что, как я говорила, словно прошлое пытается от вас оттолкнуться. Давайте мы с вами узнаем важные события. Ну, опять же, нам про неспешку или неспешность, неторопливость. Всегда карта повешенной. Это, кстати, по преданию этой карты сам себя человек подвесил. Он желает увидеть что-то с другого ракурса. Но застрять мы в этом надолго не можем. Но карта, может быть, нам говорит о том, что добрые дела на спех не делаются. Или конкретно есть какой-то регламент, вы ждете документов. Здесь все согласования произойдут в свой срок. Вот посмотрите, тут действительно словно судьба, с первых карт нам об этом говорят, берет над вами шефство. И то, что суждено, или то, чему суждено осуществиться в июне, оно осуществится. А то, что, может быть, перейдет на июль или где-то даже август, ну, где-то так оно и тоже будет. Не торопитесь, но и сами, если мы спросили важное решение, знаете, вы будете выходить из какой-то патовой ситуации. Всегда аркан повешенный – это как Т-образный перекресток. Вот и чаще на картах это изображают. Словно мы куда-то шли и ехали, и вот упираемся в стену. Мы должны сделать выбор. Нам либо направо, либо налево. Зачем этот выбор? Потому что мы могли находиться в двойственной ситуации, мы могли находиться в пустом ожидании, в пустых надеждах, в чем-то бесплодном, то, что нам не принесло никаких бонусов, а мы потеряли время. И где-то ведь вот эта трансформация с 20-м старшим арканом, что да, тут завершается, уже не хочется даже оглядываться, но может быть по аркану повешенного. Это та ситуация, которая чему-то нас научила или дала нам возможность увидеть с другого ракурса. И теперь своеобразный выбор у вас может быть и в июне. Вы с чем-то будете окончательно определяться. И, скорее всего, отправная точка вашего маршрута может начинаться с того, что я больше не хочу от кого-то зависеть. Ну, может быть, и есть взаимодействие, да, которое вынуждены продолжать. Вот я такое вижу. Но, тем не менее, настрой полный вперед.
дорога к свету. Или быстрее выйти из какого-то тупика, и у вас получится. Праздник после победы, правда, важное событие. Вы и четыре жезла – это как 4 столпа. Это карта и уверенности, и якоря, и в сегодняшнем дне, да еще и в завтрашнем. В каких-то добрых энергиях у вас проходит эта перезагрузка. Поэтому сами себя не тормошите. Праздник определенно будет. Будут и какие-то радостные, счастливые моменты. Может быть, добрые известия. Может быть, и получение документов. Ну, может быть, не все сразу на 100%, мои дорогие водолеи, но на какой-то процент вот этот праздник после победы, как важное какое-то событие, оно в июне точно будет. Может быть и договоренность какая-то, или контакты с вашим человеком, может быть и близким. Тут ведь по-разному. Может быть выход как раз вот из этого тупика или из подвешенного состояния. И на смену приходит радость, праздник после победы. Третье важное решение. Продолжай. Или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Ну, не случайно нам и повешенные, и пентакли семерка, да, мы об этом тоже говорили. А это уже восьмерка пентаклей, это профессионал. И это тот, который буквально создает что-то. Это тот человек, который уже имеет определенный опыт, но строит, например, на более высоком уровне карьеру. Это есть какая-то детализация, кстати, ваших проектов, коррекция, может быть, и планов, может быть, и рутинная работа. Должна сказать, работы будет много, мои дорогие, но и финансовый эквивалент у вас более чем порадует. И здесь у каждого по-своему. Часто по восьмерке пентаклей идут люди, которые работают сами на себя. И поэтому, мои дорогие водолеи, здесь словно в гору вверх идет ваше творчество или какое-то ваше личное дело, личный проект, может быть и ваш бизнес. Все то, что касается именно, когда и вы сами работаете, вы сами руководитель, и вы сами какую-то концепцию своей работы и финансов выстраиваете. Вот здесь будет явный прогресс. Что-то нужно продолжать. И в тех, может быть, взаимодействиях, когда себе не навредить. А может быть, мы про терпение говорили. Постепенный какой-то рост, понимаете? И это не стопор. Вот если выпадает семерка пентаклей, иногда ее трактуют, что ничего не меняется. Да нет, меняется. Просто не так быстро, мои дорогие. И я говорила, добрые дела наспех не делаются. И поэтому терпение и настойчивость перед вами откроет многие двери. Вы себе словно, ну, как каких-то бонусов на будущее тоже заработаете благодаря и как настойчивости характера или продолжению какого-то проекта. Может быть, вы будете что-то корректировать, но я вижу по этой карте, от чего-то нельзя отказаться именно по части вашего профессионализма или вашей занятости. Хотя я могу допустить с учетом и тройки пентаклей какая-то ваша идея, которая, может быть, и мы с вами говорили в самом начале, которую вы оставили, она не могла продолжаться. Может быть, вы хотели что-то осуществить. Пусть это будет касаться вашего личного дела. Или пусть это будет идея, которая, ну, где-то вами была озвучена прежде в учреждении, где вы работаете. Вот может быть такой возврат. Тогда на вас могут меру ответственности вам тоже предложить. Или как стать руководителем этого проекта. Ну, или именно вот эту работу выполнить. Но так или иначе, значит, этим стоит заниматься, потому что это перед вами тоже открывает как дорогу в будущее. Мы ведь говорим сдача экзамена, переход на новый уровень. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые водолеи, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.